Здравствуйте, это четвертое видео курса по использованию GeoGebra для подготовки к экзаменам по математике. В этом видео я расскажу про специфику 14 задания профильного ЕГЭ по математике, покажу, как оно устроено, что встречается чаще всего и как с этим можно связать среду GeoGebra. Для начала зайдем на сайт ФИПИ. Здесь в разделе ЕГЭ выберем пункт демоверсии спецификации кодификаторы. Выберем раздел «Математика» и скачаем архив. Откроем его. Здесь мы видим папку «Профильный уровень». Зайдем в нее. Тут есть два файла. Первый — демо-вариант, второй — спецификатор. Откроем сначала его. Здесь представлена информация о структуре всего экзамена. Советую прочитать этот документ, если вы еще не до конца знаете, что вас ожидает на ЕГЭ. Мы же посмотрим информацию по 14 заданию. Для этого откроем страницы 9-10. Здесь находится обобщенный план контрольно-измерительного материала ЕГЭ 2020 по математике профильного уровня. В этой таблице есть подробная информация по каждому заданию. Сама таблица состоит из следующих столбцов: номер задания, проверяемые требования, коды проверяемых требований по кодификатору, коды проверяемых элементов содержания по кодификатору, уровень сложности заданий, максимальный балл, примерное время выполнения для учеников, осваивавших базовую программу. И то же самое для учеников профильного уровня. Теперь посмотрим на 14 задание. От нас требуется уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. В двух следующих клетках мы видим непонятные числа, которые, казалось бы, нам ничего не говорят. Но это не так. Они подробно раскрывают первый пункт. Для того, чтобы понять, что они значат, нам надо обратиться к кодификатору. Чтобы его открыть, надо снова обратиться к архиву, который мы скачали. Выйдя из папки «Профильный уровень», мы можем увидеть еще два файла. Первый — MAC-ET, а второй — MAC-S. Это расшифровывается как математика-кодификатор требований и математика-кодификатор элементов содержания. Именно к ним и обращается спецификатор, который мы только что смотрели. Откроем кодификатор требований. Здесь есть таблицы, в которой прописаны все проверяемые требования экзамена. Как мы помним, в спецификаторе были указаны пункты 4.2, 4.3, 5.2 и 5.3. Давайте посмотрим, что это за пункты. Я предлагаю вам поставить видео на паузу и самим прочитать эти пункты. Я же сразу резюмирую их. Во-первых, от нас требуется уметь работать с геометрическими фигурами. Во-вторых, уметь находить длины, углы, площади и объемы в стереометрии. В-третьих, уметь переходить от стереометрической задачи к планиметрической. В-четвертых, уметь работать с векторами. В-пятых, уметь строить геометрические модели, работать с ними, используя различные понятия и теоремы, а также находить что-либо в них. В-шестых, уметь проводить логически верные доказательства. Теперь предлагаю обратиться к кодификатору элемента содержания. Здесь находится аналогичная таблица, но в отличие от предыдущей, в ней находятся все понятия и объекты, с которыми нам предстоит работать. В спецификаторе прописаны пункты 5.2, 5.6. Вы можете видеть их на экране. Предлагаю вам снова поставить видео на паузу и внимательно изучить таблицу. Я же кратко прокомментирую ее. В пункт 5.2 входят все различные взаиморасположения прямых и плоскостей в пространстве, а также параллельное проектирование. Пункт 5.3 содержит в себе многогранники. Главными темами являются призма, параллелепипед, куб и пирамида, а также их сечение. Пункт 5.4 рассматривает тела и поверхности вращения, например, цилиндр и конус. Пункт 5.5 затрагивает тему измерения различных геометрических величин. В первую очередь это углы, простые и образованные прямыми и плоскостями в пространстве. Также это различные длины и расстояния. Например, расстояние от точки до прямой и плоскости, а также расстояние между плоскостями и прямыми. Еще данный пункт включает в себя различные площади и объем. Пункт 5.6 охватывает понятия, связанные с координатами и векторами. Теперь предлагаю вернуться к спецификатору. Там еще остались пункты, которые мы не рассмотрели. Задание номер 14 является заданием повышенного уровня сложности, в котором можно набрать до 2 первичных баллов. У ученика базового уровня на выполнение задания должно уходить примерно 40 минут, а у ученика профильного уровня 20. Теперь посмотрим, как устроено само задание. Для этого откроем демо-вариант. Он находится в одной папке со спецификатором. Откроем 14 задание. Все ребра правильной треугольной призмы ABC, A1, B1, C1 имеют длину 6. Точки М и Н — середины сторон А1 и А1С1 соответственно. Пункт А. Докажите, что прямые БМ и МН перпендикулярны. Пункт Б. Найдите угол между плоскостями БМН и АББ1. Как мы видим, задание состоит из двух пунктов. В первом надо доказать данное утверждение, а во втором найти некоторую величину. На самом деле, все задания устроены именно так, различаются лишь утверждения и искомые величины. Теперь посмотрим на критерии оценивания. Полный балл можно получить, если выполнены оба пункта. 1 балл дается за верное выполнение одного из пунктов, причем это не обязательно пункт А. Если у вас есть затруднения с доказательством, то вы можете, что называется, принять факт на веру и перейти к пункту Б.
Если вычисления будут верными, то вы получите свой законный балл. Если же вы не сделаете верно ни один пункт, то оценка за задание будет 0. Теперь хотелось бы указать, какие конкретно темы мы затронем. Первое– это построение сечений многогранников. Эта тема часто встречается в пункте А. От ученика требуется построить сечение по заданным точкам, а после этого доказать утверждение, связанное с ним. К тому же, именно построение сечений часто вызывает технические трудности у учеников. Они часто не понимают принципы, по которым проходит построение, а даже если понимают, то не могут перенести это в тетрадь. Следующей темой будет нахождение различных величин, то есть пункт Б 14 задания. Здесь у учеников возникают схожие трудности. Они не могут увидеть на рисунке, что является кратчайшим расстоянием между фигурами, то есть при решении задачи отсутствует наглядность, а именно на исправление этого направлен наш видеокурс. Также мы собираемся сделать третье видео, где мы просто выполним несколько 14 заданий от начала и до конца и покажем, как это можно оформлять. Хочу сразу же сказать, что наш курс не включает в себя метод координат, потому что часто его можно заменить рассуждениями из обычной геометрии. Также мы не будем заниматься доказательной частью, потому что наш курс рассчитан на создание наглядности, а не на вывод формул и теорем. Возможно, мы сделаем дополнительные видео, которые будут затрагивать темы, не перечисленные выше. Но уроки по построению сечений и измерению величин будут обязательно опубликованы на канале. До встречи в следующих видео.